den Jungs in Gelb die Weißen ein. Danke. Viel Spaß. Вот такой вот слет, называется Cars and Coffee. В Штутгарте возле музея Mercedes-Benz. Наша задача сейчас найти E500. И на его примере я вам расскажу все особенности его производства и строения. Поехали! Это вам не какое-то очередное видео про Mercedes E500. В этом видео будем развеивать миф о том, будто E500 собирался на заводе Porsche потому, что не помещался в Mercedes по ширине. Посетим заводы Porsche и Mercedes тех лет, а также еще один современный немецкий автозавод, в котором побывал недавно. Также хочу, чтобы это видео стало самым полным собранием фактов о Mercedes E500. Но все-таки, если что-то упустил, дайте знать в комментариях. Начать следует с того, как в этой истории вообще появилась фирма Porsche. Завод Porsche находится ближе всего к заводу Mercedes. От завода, где собирали V124, до Porsche около 30 километров. А от завода силовых агрегатов Mercedes в Штутгарте, как раз тут через дорогу за музеем, расстояние до Porsche и того меньше, всего 10 километров. Но в нашей истории эта близость сыграла второстепенную, но отнюдь не решающую роль. После того, как Федор Порше покинул пост главного конструктора Daimler-Benz, он основал конструкторское бюро. С тех пор послужной список КБ Porsche выходит далеко за пределы автомобилей собственной марки, которые появились намного позже. Из современных вам наиболее известны следующие проекты. Это BAZ2108, Audi S2, ну типа, вот S2, Opel Zafira и Seat Ibiza. Что касается 124-го, то Porsche разрабатывали не только E500, но и кабриолет. Техническое задание звучало дословно так. Конструктивная и экспериментальная серийная разработка лимузина V124 с 326-сильным 5-литровым V-образным 4-вентильным мотором M119. Но зачем Мерседесу вообще понадобилось впихивать двигатель V8 в машину, которая уже находится в серийном производстве, и самое главное, изначально не разрабатывалась под V-образный двигатель, а под рядную шестерку, то есть совсем другая компоновка. И второй вопрос, почему Mercedes сам не смог проделать эту работу, а нуждался в стороннем разработчике и также в стороннем производителе. Для того, чтобы это понять, и для того, чтобы для себя оправдать как-то, почему был выбран такой сложный путь разработки и производства, необходимо знать, что происходило в это время на рынке. Поэтому давайте вместе посмотрим, как конкуренты вынудили Mercedes к такому решению. Это BMW M5 в кузове E28, и она зародила новый класс автомобилей, так называемых power-лимузинов. Потому что до этого были купе, родстеры, кабриолеты, как бы такие спортивные машины, и лимузины, типа S-класс, допустим, это были такие более представительские автомобили. И Мерседесу нечего было на это ответить. Вдруг E-класс стал просто посредственным автомобилем. В то время конкуренция была настолько жесткая и прямая, что это была прям имиджевая вещь, и ответ должен был быть обязательно. В то же время Mercedes был занят своими обычными проектами, которые проводились дальше на регулярной основе. В это время готовился новый S-класс V140, который должен был дать в свою очередь ответ на BMW 750, которая получила в то время V-образный 12-цилиндровый двигатель, и S-класс также получил 12-цилиндровый двигатель. Но этот проект в то время завязал очень большие ресурсы. Также R107 Roadster нуждался в наследнике, которым стал R129, и здесь тоже были очень большие затраты. Это все была присказка, а теперь начинается самое интересное. Март 1988 года Porsche принимают вызов и приступают к разработке проекта, который у них называется просто 2758. У Mercedes дальше используется обычный шестизначный код, где первые три цифры означают Baumuster, это тип кузова, а следующие три цифры, казалось бы, означают номенклатуру двигателя, но на самом деле можно сказать, что как бы иерархию. Почему? Потому что 124.020 это 2.0, 124.022 это 2.2, 124.023 это 2.3, ну, казалось бы, объем, да? Смотрим дальше. 2.6 самый маленький шестицилиндровый, как у меня, потом 2.8, 0.28, 0.30, 3.0, потом E400 имеет код 124.034, а наш E500 имеет код 124.036. Чтобы никто не догадался. Мы разобрались, зачем Мерседесу нужен был E500.
почему Mercedes не имел возможности заниматься разработкой сам. Также мы знаем, почему именно и только Porsche мог быть и стал партнером по разработке. Объем участия Porsche в конструктивной разработке многими недооценен. Некоторые говорят, что Porsche вообще только собирали готовые E500. Другие говорят, что только ставили на них моторы. Давайте разбираться, какой вклад внесли Porsche в разработку E500. Вместе с техзаданием Mercedes закинул на Porsche с десяток новых E300 и испытательные образцы мотора M119 из предсерийной разработки. Ведь первый автомобиль с этим двигателем V8, это SL в кузове R129, выйдет лишь на год позже, то есть в 1989 году. И тут ключевой момент. E500 должен был обскакать Roadster и получить следующую, более развитую конфигурацию M119, чем SL первого образца, а именно двигатель с системой LH-Getronic. В свою очередь, эта система является первой с DMRV, то есть с датчиком массового расхода воздуха. До этого Getronic мерили только количество воздуха, но не его массу. Также впервые для этого был использован микропроцессор и коншина, и именно Porsche подружили эту систему с двигателем M119, так как уже имели опыт на Porsche 928. Колоссальное увеличение не только мощности двигателя, но и его массы повлекло за собой изменение подвески. R129 должна была стать второй моделью после Mercedes 500 SEC, которая бы достигла скорости в 250 км в час, но в отличие от SEC имела спортивный характер, поэтому было решено также адаптировать подвеску от Roadster R129. Мотор V8 M119, коробка 722-370 от S-Class и усиленный дифференциал. Таким образом, изменения коснулись всех основных элементов трансмиссии. Также не забываем про тормозную систему и подвеску. Для интеграции новых узлов трансмиссии все основные группы сборки кузова также нуждались в модификациях. И это то, о чем, казалось бы, все забыли, и все изменения сводятся просто к широким передним крыльям. Перечислю лишь основные изменения, которым подвергся кузов. Но здесь нужно понимать, что дьявол кроется в деталях, то есть изменений и так большое количество. Я вам также покажу взаимосвязь, что эти изменения потянули за собой другие изменения. Но нужно еще понимать, что изменив деталь, нужно также изменить элементы крепления, будь то пункты сварки или болты. То есть все это тянет за собой огромную череду событий. К подкрылкам мы еще вернемся позже, это на самом деле наиболее простое изменение. Давайте начнем с передней подгруппы и заглянем в моторный отсек. Но первое, что бросается в глаза, это аккумулятор, точнее его отсутствие. Здесь справа, с пассажирской стороны, у Mercedes классически располагался аккумулятор. Здесь его нет, он уступил место электронике управления двигателем. Точнее, электронике LH-Getronic. Батарея переехала в багажник, и с этим связано также изменение багажника. К этому мы еще вернемся. Значит, батарея. Из-за измененной подвески стаканы крепления амортизаторов также были изменены. Изменения коснулись моторного щита, то есть он изменил форму, и для того, чтобы уместить сюда V8, необходимо было вытянуть моторный щит назад. Первоисточники из Porsche говорят, что минимальное расстояние в этом месте было 12 мм. Это, в принципе, в современном мире, где мы работаем с моторами, 12 мм к динамической оболочке мотора – это нормально. То есть динамическая, где уже рассчитана на вибрацию двигателя, от нее еще 12 мм. Но здесь именно от статического мотора 12 мм они мерили местами было расстояние. То есть это прям вообще минимальнейший зазор. И это может быть проблематично не только, если где-то будет вибрация какая-то или резонанс, но также монтаж двигателя. Но в то время не было никакого 3D, то есть все это модифицировалось прямо на машине методом, гаражным методом. То есть вырезали из шаблонов, стучали молотком, изготавливали пробные детали и затем, соответственно, пытались производить их мелкосерийно. Далее изменения коснулись также деталей под лобовым стеклом, и, естественно, лонжеронов, потому что их необходимо было расширить для того, чтобы двигатель мог между ними занять место. Как я уже сказал до этого, каждая деталь трансмиссии была заменена. То есть изменения кузова, связанные с двигателем, мы сейчас рассмотрели. Идем дальше. Коробка переключения передач. Она стала больше. Для этого туннель нужно было делать шире. Также у нас двухканальная выхлопная система, которая тоже потребовала больше места. Из-за этого расширили туннель. И здесь уже идет первая такая неочевидная связь. Из-за того, что туннель стал шире, крепление сидений больше не помещалось. Для этого сиденья E500 получили новые салазки, где крепление находится уже. Дифференциал также был увеличен, потому что
возросла мощность. И вместе с новым подрамником потребовал наверх, в сторону кузова, больше места. Из-за этого посередине есть такое понятие, называется meat to metal, то есть мясо к металлу. Это расстояние от вашей пятой точки, когда вы сидите, до кузова. Оно, видимо, перешло пограничную черту, и поэтому пятое сиденье по центру сзади невозможно было больше использовать. Поэтому все Е500 именно четырехместные. Батарея также находится сзади. Из-за этого пришлось там усилить конструкцию и также разработать крепление. Далее то, что мы видим на картинке, это боковая деталь кузова. То есть здесь у нас увеличенное крыло. Его вытягивали из готовой детали кузова Е300. То есть ручным мануфактурным методом просто вытягивали крыло. Переднее крыло делалось именно непосредственно у Porsche, то есть это их деталь. Это все основные изменения кузова. Касательно подкрылков есть такой еще интересный один момент, это историческое фото. Видно, подкрылки уже вытянутые на Е500. Здесь мы видим решетки, которые характерны для дизельных моторов. Был такой экспериментальный вариант, от него отказались, видимо, для того, чтобы машина не была похожа на экономный какой-то дизель. Но на самом деле в этих решетках был огромный смысл, потому что V8 каким-то образом нужно было всасывать огромное количество воздуха. И с точки аэродинамики здесь ничего грубо менять не хотели. И поэтому, мы знаем, за передней решеткой скрывается радиатор, а больше воздуха здесь взяться неоткуда. Вот у меня на 260-м вот с этой стороны такое вот маленькое отверстие, как бы, да, такой, и через него входит воздух. А теперь мы обратимся еще раз Е500, смотрите, выходят два огромных шланга, и уходят они в никуда. Смотрите, вот еще есть такое одно фото. И здесь, качество плохое, но если обратить внимание, под фарой мы видим вот такие вот решеточки. Это была попытка так спрятать впуск воздуха для мотора под фарой. От этого тоже отказались, потому что это меняло оптику Е500. И в итоге было найдено такое интересное решение. То есть за фарой стоит пластиковая деталь, которая перекрывает ее по сечению. Через эту щель забирается воздух. Вы можете представить себе звук, когда мотор V8 втягивает воздух через вот такую маленькую щель. Звук был неприятный, и из-за этого вот эти вот шланги были впоследствии изолированы таким вот шумопоглощающим материалом. Это видно хорошо на фото. Далее, из-за увеличившейся мощности двигателя необходимо было также использовать более широкую резину. И именно из-за этого выросли подкрылки. Не из-за того, что использовалась тормозная система и подвеска от R129, потому что на E400 она тоже использовалась, но он помещался в обычный кузов V124. Поэтому здесь важно знать, это только из-за широкой резины. Сами по себе подкрылки, это уже была не только оптика. Дело в том, что в Германии для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство в соответствующей инстанции, необходимо соблюдать некоторые правила. И вот одно из них гласит, что колесо, если представить себе аналоговые часы, должно быть закрыто с 10 до 2 часов по этой окружности в горизонтальной проекции подкрылкам. Видим, колесо закрыто. Поэтому, если подкрылки бы не увеличили, то этот автомобиль не мог бы встать на регистрацию, по крайней мере в Германии, это точно. Также у Mercedes E500 в бампере внизу находятся противотуманки. Это те же самые противотуманки, которые ставятся на R129. В то время как в том месте, где у обычного 124 находятся противотуманки, у E500 находится дальний свет. Существует миф, будто это сделано для того, чтобы на автобане расчищать себе путь дальним светом. Это не так. Подобный миф уже мы рассматривали про разные зеркала, что будто из-за узких европейских дорог необходимо было как-то уменьшить габариты машины. Это не так, советую посмотреть. В этом случае это тоже миф. Передние крылья стали шире на 56 мм, то есть 28 мм с каждой стороны. Позиция противотуманок, в свою очередь, не должна превышать определенного расстояния от крыла. Таким образом, противотуманки переехали из фары в бампер, и там смогли занять разрешенную позицию. И вот Porsche выявили и реализовали в рамках прототипов все эти изменения. И если бы на этом их участие ограничилось, то, возможно, мы об этой истории ничего бы даже и не узнали. Но после разработки началась не менее интересная и сложная история совместного производства этого автомобиля. Для начала давайте воспроизведем этапы производства. Основные подгруппы в сыром виде вместе с измененными деталями, а также монтажными деталями, то есть дверями, капотом, люком и тому подобное, в грузовиках отправляются на завод Porsche. Как я уже сказал в начале, находятся они, слава богу, неподалеку. Там детали модифицируются, вытягиваются крылья, то есть задние из боковой детали Mercedes, передние, которые были сделаны на Porsche. Все это устанавливается на машину, затем кузов в сборке едет на Mercedes для окраски. Это сделано было для того, чтобы просто, наверное, не налаживать стандартный Mercedes на Porsche, ну и для того, чтобы
все машины получили одинаковый окрас в одинаковом качестве. Кузов проходит катафорезную ванну и затем выкрашивается в стандартную палитру V124. Затем машины едут обратно на Porsche, там проходят полную сборку, то есть устанавливается двигатель, интерьер, бампера, зеркала, стекла, полностью машина компонуется. Затем обратно на грузовиках готовые машины уезжают на Mercedes. Там они проходят окончательную проверку и выдаются клиенту. Возникает главный вопрос. Почему Mercedes не стал производить машину на своих мощностях? С разработкой понятно. Отсутствовали ресурсы, потому как я уже сказал, что были очень значимые проекты, которые также параллельно выполнялись. Но что касается производства, то линия производства V124 была налажена и работала. Неужели было сложно внедрить туда несколько единиц E500? Потому что в день в Зиндельфингене с конвейера съезжало около 1000 лимузинов. И в пересчет количества E500 за все года производства это означало бы всего лишь около 10 E500. То есть, в принципе, кажется, внедрить их было бы несложно. Давайте разбираться. Ответом на этот вопрос зачастую служит ширина. То есть, люди утверждают, что из-за ширины кузова, которая увеличилась на 28 мм с каждой стороны, в общем, на весь кузов 56 мм стал шире, якобы эта ширина помешала тому, что кузов поместился на линию производства. И из-за этого был выбран этот сложный процесс с перемещением частей кузова к Porsche, доработки, модификации, сборки, перемещению к Mercedes, покраске, перемещению назад, монтажу, перемещению назад, сдаче и передаче клиенту. Я неоднократно бывал на автомобильных заводах, и в том числе я был на линии сборки, современной, той, где тогда производился V124. И мне с профессиональной точки зрения сложно представить такое место на линии, где действительно все бы упиралось в 28 мм и просто решало бы о возможности или невозможности производства кузова. Заранее опережу. Первоисточники из Porsche действительно утверждают, что такое место на конвейере было. Но давайте сначала, перед тем, как я скажу, где оно было, попытаемся сами прийти к этому выводу. Если кузов красили на Мерседесе, и там же он проходил катафорезную обработку, это значит, что в этом месте, то есть в районе покраски, и главное катафореза, потому что эта ванна, она действительно ограничена лимитами, то есть ее нельзя так расширить. Это зачастую даже сейчас является критерием выбора завода производства, в зависимости от модели. То есть, если крупные модели попадаются, то уже производитель ограничен и должен выходить на те заводы, где эта ванна позволяет обработать машину. Катафорезная ванна и покраска проходят уже с монтированными дверями. И туда машина въезжает с дверями чуть-чуть приоткрытыми, для того, чтобы робот мог везде пройти и прокрасить. Поэтому приоткрытые двери, там, 10 градусов, допустим, я не знаю, это значит уже шире, чем на 28 мм выросшие крылья. Когда происходит сборка, то у машины открываются двери, люди туда заносят сиденья, кулису ставят, снуют возле машины, то есть там 28 мм не играет никакой роли. Смотрите фотографии. Выходит, единственное место, где могло быть слишком мало места, 28 мм, это сборка кузова, да? И действительно, источники Porsche говорят, что именно на этапе сборки вот эти 28 мм сыграли такую роль, что было выбрано такое производство. Но если ширина мешала именно на этапе сборки кузова, то почему машина возвращалась на Porsche для финальной сборки? К этому вопросу мы еще раз вернемся в конце видео. А теперь давайте рассмотрим другие причины для релокации именно сборки кузова из Мерседеса на завод Porsche. Но вот что действительно является преградой производства разных кузовов на одной линии, это их существенные отличия. Возьмем, например, универсал V124, то есть S124. Он производился на другой линии, не вместе с лимузинами. То же касается купе. Купе производилось в Зиндельфингене, но на другой линии, потому что унификация между такими разными кузовами невозможна. И тут мы вспоминаем, как колоссально отличался кузов E500 от обычного лимузина. То есть практически изменения коснулись всего кузова. И это наталкивает на мысль, что, скорее всего, где-то в этом нужно искать причину. Такая унификация производства невозможно даже на сегодняшний день. Например, универсал собирался в Бремене. Оттуда, из Зиндельфингена, приезжала передняя и средняя подгруппа, то есть, грубо говоря, передок и пол. Задняя подгруппа, крыша. Все собиралось на заводе в Бремене. Двери также приезжали из Зиндельфингена, все это вместе собиралось и там же красилось. То есть, что-то нам напоминает, да? И Бремен находится от Штутгарта намного дальше, чем Porsche. И ширина там не имеет значения. Но мы видим, что нет ни одного другого кузова, который производился бы рядом с лимузином параллельно. Из-за отличий, не из-за ширины. Все полноприводные модели V124 производились на заводе в городе Грац, это в Австрии.
Это там, где родился Арнольд Шварценеггер, и там, где Mercedes производит свои Гелендвагены. Тут они называются G-класс. Ну, они действительно Гелендваген, но их так никто не называет. E500 был действительно шире обычного в районе арок. Но такие арки были возможны только благодаря, опять же, обратно мануфактурному производству. То есть это такая проблема курицы и яйца. Или то же самое, что сказать, почему Boeing не производится на заводе Mercedes, потому что он слишком большой. Но он слишком большой именно потому, что его и не собирались производить на заводе Mercedes, иначе бы он не смог стать таким большим. То есть именно благодаря возможностям мануфактурного производства стало возможно эту машину произвести. Потому что на заводе Mercedes, на линии производства V124, где они как горячие булочки слетали с конвейера по 1000 в день, невозможно было реализовать вручную вытяжку задних крыльев. А ставить новые прессы просто было бы нецелесообразно. Изначально E500 собирались произвести в 2 раза меньше экземпляров. Аналогичный пример из нашего времени – это Audi RS. То есть их тоже небольшое количество, особенно первых экземпляров, но их ширина и все их различия закладываются уже на начальном этапе разработки, то есть даже на предсерийном. И все боковые детали и детали кузова, они также производятся наравне с базовыми моделями. Также сыграла роль то, что Porsche в это время испытывали небольшие финансовые трудности. И плюс в этом цехе, где собирался E500, это тоже как бы легендарное место, потому что незадолго до этого там только что закончилось производство Porsche 959. То есть это другая легендарная машина, но тоже производилась в мануфактурном стиле. Из рассказов очевидцев эти крылья лимитировали каким-то образом кузов в районе производства. Допустим, вот такое место могу себе представить, но опять же, это место можно легко модифицировать, убрав перила, укоротив перила, сдвинув их чуть-чуть назад и тому подобное. Ну, допустим, было какое-то узкое место. А теперь давайте проверим эту теорию от обратного. Да, крылья были возможны только потому, что Porsche делали их мануфактурно, но что было бы без крыльев? Да, без крыльев мы получили бы Mercedes E400 или в фейслифте 420, который скрывается в тени своего старшего брата E500. А что такое E400? Это тот же самый автомобиль, только более узкая резина. Те же тормоза от SL, та же подвеска. Все те же изменения, даже сиденья тоже они раздвинуты, потому что коробка и тому подобное. Внешне тот же мотор, просто цилиндры меньшего объема. То есть это уже говорит о том, что любые спекуляции на тему, что он стал шире из-за подвески, тормозов и тому подобное, уходят, потому что E400 все это имеет в стандартном кузове. Но тут вы скажете, подожди, ты ведь сказал, что они производились на разных предприятиях, потому что кузова были настолько разными, что было невозможно их интегрировать в одну линию, как с универсалом и купе и кабриолетом. А тут ты вдруг говоришь, E400 делался на той же линии. Да, есть еще одна причина производить машину на другом заводе. Это так называемая нулевая серия. Это пробный конвейер, на котором в тестовом режиме проверяют все этапы производства перед тем, как внедрить машину в серийное производство. Я был на таком конвейере, когда запускали линию V205, это C-класс, по-моему, предыдущий. Вот, то есть это настоящая линия сборки, где работают несколько рабочих всего лишь и очень медленно, шаг за шагом пытаются собрать в конвейерном стиле эту машину. И вдруг, когда попадаются какие-то детали, которые очень сложно монтировать, допустим, или, открываются какие-то ошибки, то есть еще время их исправить. И вот, возможно, E500 у Porsche стал такой как бы нулевой серией для E400. То есть там это все сделали, проверили, показали, что это все работает, и затем Mercedes решил, да, все круто, реализовать широкие подкрылки для такого маленького количества мы не можем, давайте тогда мотор чуть-чуть урежем, одновременно мы выпустим этот E500, утрем всем нос, но в серию пойдет машина более реализуемая в серийных условиях. То есть получается E500 это такого своего рода нулевая серия, но прототипы которой, в отличие от обычной нулевой серии, не утилизируются, а за большие деньги продаются уважаемым клиентам. Это, конечно, утрировано, но по сути это как бы выходит так. Из совокупности этих факторов и образуется ценность этого автомобиля. То есть это прототип, грубо говоря, собранный в мануфактурных условиях, фирмой Porsche, разработанный фирмой Mercedes,
сама по себе уже легендарная модель. И все это попадает не просто на какую-то обычную машину, что да, вот у меня в руках оказался такой редкий экземпляр. Но в этом случае это попадает не на скучный какой-то экземпляр, а на машину с V8 с отличной управляемостью и подвеской от Родстера. И вот в этом и заключается его ценность. Второго такого примера я не знаю. Если вы знаете, пожалуйста, дайте нам тоже всем знать. Спасибо за внимание. Мне очень интересна обратная связь. Было ли слишком много деталей и скучно, или было интересно и вам понравилось? Пожалуйста, дайте знать в комментариях. Все, спасибо, пока.